Всем привет, YouTube! С вами Пшеничный, а сегодня мы поговорим о записи звука. Один из лучших вариантов качественной записи голоса и в принципе любых звуков — это аудиорекордер. Самый популярный и доступный рекордер с высоким качеством записи — Zoom H1N. Не секрет, что именно от качества записи голоса зависит то, насколько приятным для восприятия будет ваш видеоряд. Для примера, сейчас вы смотрите на нормальную картинку с плохим звуком, воспринимается это сложно. Но если картинка будет ужасной, а звук в порядке, уже совсем другое дело. Верно? Zoom H1N. Обо всем по порядку, а в конце будут примеры записи звука. Поехали! Аудиорекордер — это специально предназначенное для записи голоса устройство. Звук, записанный на такой аудиорекордер, в априори будет лучше, чем звук, записанный напрямую в камеру, смартфон или компьютер. Zoom H1N лучше всего заказывать на AliExpress. Там его можно взять за 90 баксов. Не такая уж большая цена, а при этом впечатляющие возможности, которые покроют все ваши звуковые потребности. В коробке идет сам рекордер, две батарейки типа 3А и мануалы. В некоторых комплектациях можно также встретить провод microUSB для подключения к компьютеру или зарядному устройству и ветрозащиту. Корпус рекордера выполнен из дешевого пластика, но собран при этом надежно. Все основные кнопки вынесены на переднюю панель устройства, а сверху находится аналоговый регулятор чувствительности микрофонов или колесика. Чувствительность теперь можно менять прямо во время записи, не опасаясь, что появятся какие-то посторонние щелчки на аудиодорожке от клацанья кнопок. Это очень удобно. Забегая наперед, сразу скажу, что лучше всего его ставить на значение 6 и выше. Для наиболее хорошего соотношения сигнал-шум. Меньше 5 лучше не ставить вообще, так как будет много шума. В конце видео будут примеры. Слева кнопки управления громкостью и разъем под наушники. Это позволяет писать голос или звуки и сразу слышать, нет ли перегрузок. Еще из приятностей отмечу наличие динамика на передней панели. Через него можно тоже послушать, что вы записали. С правой стороны разъем для карт памяти. И тут не повторяйте моих ошибок. Когда я покупал себе этот аудиорекордер, сразу взял к нему флешку, не читая мануал, с запасом на 256 гигабайт. Пришел домой, вставил, ошибка. Это один из тех неудачных примеров, перед которым для начала надо было ознакомиться с инструкцией. Но у вас для этого есть я. В общем, как вы уже поняли, размеры microCD больше 32 гигабайт рекордер не поддерживает. Но даже 32 гига вам хватит с головой. Запись в самом высоком качестве весит совсем мало. Рядом с разъемом под флешку находится клавиша включения и блокировки рекордера, кнопка удаления записей и разъем microUSB 2.0, через который можно запитать рекордер от сети или пауэрбанка. Здесь же отверстие для установки рекордера на стойку, камеру или штатив. И вот его могли бы сделать из металла. Пластиковая резьба не внушает доверия. А вообще, лучше всего крепить его через вот такой виброподвес. Тем более, если будете использовать Zoom H1N в качестве накамерного микрофона, так как все колебания он ловит очень четко и они будут слышны на конечной записи. Виброподвес же помогает этого избежать. При этом пластиковая резьба останется невредимой. Например, можно заказать самый дешевый виброподвес на AliExpress для микрофона и поменять там расположение резинок. В него Zoom просто отлично поместится и никаких лишних колебаний не будет. А для записи звука дома отлично подойдет вот такая вот гибкая микрофонная стойка. Ссылки я, как всегда, оставлю в описании. Сверху аудиорекордера два стереомикрофона. Они находятся внутри каркаса, который их защищает. В использовании он очень прост. Вставляем аккумулятор, либо запитываем от сети или пауэрбанка. Вставляем microCD, включаем. И дальше у нас есть несколько вариантов. Вариант первый — это писать на встроенный микрофон рекордера. Как правило, это лучше всего подойдет для записи всяких бытовых звуков и окружающей среды. Но и для записи голоса это также подходит отлично. Я именно так сейчас и делаю. Не забудьте настроить входной уровень записи при помощи колесика. И старайтесь следить за тем, чтобы пик вашего голоса не превышал минус 12 дБ. В монтажке после записи легко синхронизировать вашу звуковую дорожку с видеорядом. Вариант 2. Подключите любой микрофон в 3,5 мм разъем вашего рекордера и проделайте все те же самые операции. Так можно писать хороший звук через петличку или микрофон-пушку.
И третий вариант для самых придирчивых. Если вам не хочется заниматься синхронизацией звука и видеоряда при монтаже, вы можете писать звук через рекордер напрямую в свою камеру. Для этого вам понадобится дополнительный двухсторонний джек, один конец которого нужно вставить в микрофонный разъем вашей камеры, а второй вы подключите в предназначенный для наушников выход аудиорекордера. При таком подключении также можно добавлять в микрофон, например, петличку, и у вас получится забавный аудиосэндвич. Зачем такой геморрой, когда можно писать звук микрофона сразу в камеру? Можно. Но даже в топовых камерах зачастую аудиокарта не самого лучшего качества. Но если вы сделаете так, как я говорил выше, звук будет намного качественнее. Также его можно подключить к компьютеру, скачать драйвера на официальном сайте рекордера, и вот вам отличный USB микрофон. Технические характеристики Zoom H1N следующие. Формат записи MP3 или WAV. Носитель информации microCD, карты класса 4 или выше, до 32 гигабайт. Дисплей 1,25 дюйма, монохронный ЖК 96/64. Встроенный стереомикрофон, разнонаправленный, конденсаторный. Выходы 3,5 мм стереоджек. USB-порт microUSB 2.0. Вес 60 грамм без батареек. Теперь давайте немного по функционалу Zoom H1N и перейдем к его испытаниям. После включения экранчик загорается и отображает стандартное значение. 15 часов 14 минут – это время доступной записи при максимальном разрешении. Уровень заряда батареи в верхнем правом углу. Слева сверху название текущего файла. По центру индикатор уровня и клипирования. Кнопка аудио меняет качество записи, начиная от MP3 48 тысяч Гц до WAV 96 тысяч Гц 24 бита. Желательно записываться на максимальных его параметрах. 15 часов записи в таком режиме этого будет более чем достаточно. Следующая кнопка, функция шумоподавления, позволяет избавиться от низкочастотных шумов, таких как ветер, щелчки и других. Кнопка лимитер позволяет избежать искажения сигнала, если его уровень превышает допустимые значения. А последняя клавиша позволяет автоматически регулировать уровень записи в зависимости от уровня сигнала. Чтобы вызвать дополнительные функции аудиорекордера, нажмите в экране записи квадратик или стоп. На экранчике снизу появятся дополнительные функции, такие как автоматическая запись, которая позволяет автоматически начинать записывать при превышении установленного уровня входящего сигнала. Например, как только звук будет выше 0 дБ, запись автоматически начнется. А также в этом меню есть функция обратного отсчета, предзаписи и звуковые маркеры, но вы вряд ли будете ими пользоваться. При подключении аудиорекордера к компьютеру через кабель появляется меню использования как картридера для перемещения записей на комп, а также использование аудиоинтерфейса для отслеживания информации записи на компьютере. Чтобы вызвать меню дополнительных настроек, необходимо зажать кнопку удаления и включить рекордер. Тут можно установить формат даты, отрегулировать яркость и контрастность дисплея, выбрать тип питания рекордера, функцию автоподключения, счетчик, изменение названия файлов, управлять картой microCD и узнать версию обновления прошивки. Итак, тесты звука. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап.
целом достоинства этого рекордера за свою цену превышают его недостатки, которых не так уж и много. Плюсы: качественный стереомикрофон, форматы записи позволяют писать действительно качественный звук, длительное время работы, хорошая цена. Минусы: появление шума при значении меньше 5, рекордер может записывать лишние звуки, тем более без виброподвеса, а также пластиковая резьба крепления. Как по мне, такой аудиорекордер — это отличная вещь как для начинающих видеоблогеров, так и для профессиональных журналистов и видеооператоров. Он качественно выполнен, записывает аудио также высокого качества, имеет гибкую настройку записи и приятную цену. Zoom H1N — один из лучших вариантов на рынке. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк, и если ты ищешь себе смартфон с хорошей камерой, посмотри одно из этих видео. Да пребудут с тобой инновации!